Перед полной разборкой редуктора шуруповерта необходимо установить значение трещотки момента усилия на минимальное. Далее крестовой отверткой необходимо открутить болт с левой резьбой. Болт с левой резьбой выкручен. После этого берем шестигранник и зажимаем его в патрон. Далее крутим шестигранник против часовой стрелки и откручиваем патрон. После откручивания патрона запоминаем положение вот этой шайбы. Она упирается зубом сюда. И можем разбирать эту часть. Так, вынимаем редуктор. Снимаем скобу. Запоминаем, что значок сверла должен попадать на верх переключения скобы. Ну, вот здесь вот он будет. Положение этой муфты. Снимаем ее. Здесь трещотка, а здесь такая шайба и шарики. Шарики стараемся не терять. Далее редуктор делится пополам на две таких вот части. Эта часть разбирается проворотом стопорного кольца. Можно при помощи круглогубцев вставить и провернуть. После снятия кольца этого идет вот такая вот пластина. Под ней шестерни разбираем. Вот здесь венец и шестерни. Выняли венец, шестерни и эту водилу. Здесь распорная эта втулка, бочонки, которая является блокировкой вала. Под ним вал со стопорным кольцом. Ну и подшипники. Все, редуктор полностью разобран. Но можно вынять стопорное кольцо и выдавить вал с подшипниками, если необходимо. Далее собираем это все в обратном порядке. Собираем редуктор. Эта часть должна быть выглядеть вот так. Далее вот этот венец выступами вниз. Далее эту вот деталь вот этими зацепами между бочонками вставляем. Штырями вверх. И вкидываем большие шестерни сюда. Вот так вот. Далее идет вот пластина. И вот это стопорное кольцо. Вот таким вот образом. Это стопорное кольцо можно провернуть, поставить на свое место при помощи вот таких вот узкогубцев. Важно на этом этапе до конца довернуть это стопорное кольцо, чтобы вот в этих пазах зацепы зашли в свои места и не выступали вот сюда. Иначе корпус редуктора соединить будет невозможно, потому что здесь вот эти вот выступы. Далее берем вот эту часть и вставляем ее сюда. Вставляем кольцо переключения скоростей этими зацепами вниз. Они будут зацепляться за это стопорное кольцо. Таким вот образом. Это выглядит вот таким вот образом. Далее устанавливаем вот эту часть шестерней и тремя сателлитами на свое место. Потом берем вот эту крышку. У этой крышки в местах, где выходит скоба, есть ключи такие тоненькие. Вот такие вот выступы. Они с двух сторон. Этими ключами находим вот эти вот места. И совмещаем эти две части. Совместили вот таким вот образом. Редуктор не складывается. Чтобы он сложился, нужно провернуть шестерни. Это можно сделать, проворачивая отверткой плоской, либо взять
якорь с шестеренкой, вставить сюда и крутить его, пока редуктор не сложится. Взяли якорь, вставили его на свое место, крутим и складываем редуктор. И он, когда шестерни попадут на свои места, редуктор сложится. Вот, никакой щели нету. Сейчас установим скобу сюда. Важно установить скобу в паз кольца переключения скоростей. После чего проверяем работу. То есть редуктор должен переключаться на данном этапе. Не закусывать ничего. Скорости должны переключаться. И продолжаем дальше сборку редуктора. Посадочные места шариков, но добавили смазки и установили шарики на свои места. Далее идет вот эта вот шайба. Вот таким вот образом. Далее устанавливаем трещотку на свое место. Так как перед разборкой мы установили минимальное усилие затяга, то есть на единицу, соответственно, ставим вот это вот кольцо переключения усилия единицей напротив скобы переключения скоростей. И собираем верхнюю часть редуктора сейчас. Так как перед разборкой мы запомнили положение этой прижимной шайбы, что она зубом заходила вот сюда, за этот выступ, то без проблем мы ее собираем, поставив на свое место. Здесь тоже штифты такие должны совпасть. Ну вот, собственно, редуктор и собран. Перед полной сборкой шуруповерта, когда собрали редуктор, нужно вставить якорь сюда, в свое место, и прокручивая его, проверить, все ли работает на первой и на второй скорости. Включаем, прокручиваем, вал крутится. Переключаем скорость, прокручиваем, вал тоже крутится. И тогда уже собираем шуруповерт.